И снова мы рассматриваем грязные шахматные трюки, а именно так их назвал блогер GJ Chess, что в адаптированном переводе означает «психологические шахматные ловушки». Попадая в такую ловушку, соперник делает первый напрашивающийся ход и проигрывает партию. Применять их можно в игре с укороченным контролем времени, в классике же противник может найти опровержение. Итак, Е4, Е5, слон С4, конь F6. Дебют слона. Здесь наиболее агрессивным является ход d4. Первый напрашивающийся ход здесь конь бьет на e4. Белые отвечают de. Черным не нравится пешка e5, и они делают развивающий нападающий ход конь c6 и получают мощный удар. Слон бьет на f7 шах. И после взятия королем король бьет на f7, следует двойной удар ферзь d5 шах, король e8, ферзь бьет на e4. В результате у белых лишняя пешка и преимущество. Но вернемся к третьему ходу белых d4. После конь бьет на e4, de грозит ферзь d5 двойной удар с угрозой взятия коня или мата на f7. Конь c5, конь f3, слон e7, слон f4. Пешка e5 сильно стесняет черных. Сделанный ход направлен против возможного ее подрыва. В случае d6 белые изолируют пешку d. Конь c6, конь c3, конь e6, слон g3. Рокировка. Ферзь e2. Черные уже испытывают затруднения. На d6 последовала бы длинная рокировка. f5 с угрозой f4. Длинная рокировка. Конь e6 оказался без защиты. Ферзь e8. Конь d5. Король h8. Конь f4. a6. Контр-игра черных на ферзевом фланге запаздывает. h4. Конь a5. Слон бьет на e6, уничтожая защиту поля g5. de. Конь g5. Под ударом пешка e6. Брать коня нельзя, так как открытая линия h несет черным гибель. Слон c5. И тут следует удар. Ладья d8. Отвлечение от защиты пункта h5. Ферзь бьет на d8. Ферзь h5 с угрозой мата на h7. h6. Ферзь g6. hg. hg шах. Король g8. Ферзь h5. Тихий, но очень сильный ход. Белые освобождают поле g6. Партия завершается. Конь c4, g6, ферзь d2 шах, король b1, конь a3 шах, ba и мат черным неизбежен. Еще одним естественным ответом на третьем ходу является ход d6. de, de. И снова следует удар слон бьет на f7 шах. Король бьет на f7, ферзь бьет на d8. Однако после слон b4 шах, ферзь d2, слон бьет на d2, конь бьет на d2, белые возвращают ферзя и остаются с лишней пешкой. Но они имеют трудности с развитием и слабость на c2, поэтому игра примерно равна. Опять возвращаемся к третьему ходу белых d4. И четвертый естественный ответ здесь ед. Здесь белые могут перевести игру в очень агрессивное начало, гамбит Урусова, со множеством ловушек, играя конь f3. Если черные не спешат брать пешку e4 и играют конь c6, следует рокировка, d5, ед, конь бьет на d5. Здесь белые играют на ловушку, конь g5. И если черные отгоняют коня h6, следует жертва, конь бьет на f7, вилка. После король бьет на f7, белые играют ферзь f3 шах, под боем конь e5, которого черные не хотят потерять, и защищают его королем, король e6, ладья e1 шах, конь e5, слон f4, слон d6. Черные продолжают защищаться, но пропускают удар, ферзь бьет на d5 шах, после король d7, слон бьет на e5, белые побеждают. Если на седьмом ходу после конь g5 черные заметили, что нельзя играть h6 и пошли слон e6, то ладья e1, нападая на слона, черные отвечают ферзь d7 и попадают на жертву конь бьет на f7. При взятии коня ферзем теряется конь черных, поэтому король бьет на f7 и ферзь f3 шах. Куда отступать королем? Попробуем король g8. Ладья бьет на e6.
И после взятия ладьи, ферзь бьет на f6, черные теряют ферзя, слон бьет на d5, после чего можно спокойно сдаться. Разыграем снова гамбит Урусова. e4, e5, слон c4, конь f6, d4, ед, конь f3. Здесь черные могут сыграть d5. Белые берут пешку ед. Посмотрим, что будет, если черные ходят конь бьет на d5. Наиболее простое продолжение здесь это короткая рокировка. Черные хотят сохранить пешку d4 и играют c5, на что следует очередная ловушка конь g5 с последующей жертвой на f7. Предположим, после рокировки белых черные пошли конь b6. Белые отступают слон b3 и следует c5 с угрозой c4. И здесь можно сыграть очень агрессивно, конь e5. Ход c4 мы рассмотрим позже. На данный момент под боем поле f7. Слон e6, fe, ферзь h5, шах. Защита g6 мнимая, конь просто берет пешку g6. Поэтому черные ходят королем, король e7. На что следует слон g5, шах, и черные теряют ферзя. Как же на восьмом ходу черным спастись после агрессивного выпада конь e5? Да просто отдать пешку ходом c4. Конь бьет на c4, конь бьет на c4, слон бьет на c4. Однако преимущество в развитии у белых здесь ощутимо. Но вернемся к четвертому ходу белых в гамбите Урусова, конь f3. Возможный ход за черных слон c5, e5, нападая на коня, d5 контрнападение, следуют взятия ef, dc, шах ферзем, ферзь e2, шах. Защита слон e6, fe, ладья g8 и ход слон g5. Ферзь d7, конь b на d2, пытаясь отыграть пешку, d3, cd, ферзь бьет на d3, хотя лучше было бы побить пешкой. Здесь лучше всего для белых разменять ферзей. Ферзь бьет на d3, cd. На первый взгляд эта позиция достаточно хороша для черных. Рокировка. Ладья бьет на g7, конь e4. Этим ходом белые нападают на слона c4 и угрожают поставить шах на f6. Естественный ответ – слон e7. Белые берут слона, слон бьет на e7, король бьет на e7 и пытаются отыграть пешку, ладья f на d1. Черные косвенно защищают пешку, слон d5, слон e на g5, h6. Теперь белые могут взять пешку, ладья бьет на d3, нападая на слона, c6 и конь h3. У белых отличная пешечная структура на королевском фланге, в то время как пешки черных изолированы. Ферзевый фланг черных не развит, поэтому позицию и эндшпиль следует оценить в пользу белых. Еще один ответ в гамбите Урусова после конь f3 – это слон b4 шах. Белые снова играют агрессивно c3, dc, bc, слон e7. Белые атакуют e5. Лучший ответ здесь конь g4. h3, конь h6, слон бьет на h6, gh. Королевский фланг черных разрушен, но это еще не все. Ферзь d5, поле f7 под боем, рокировка, слон d3, d6, ничего лучшего у черных нет. Ферзь e4 с угрозой мата на h7, f5 единственная защита, ef взятие на проходе и угроза мата на h7 сохраняется. Ладья f7 и слон c4. Черные теряют качество. Слон бьет на f6, слон бьет на f7 шах, король бьет на f7, ферзь бьет на h7 шах, слон g7, рокировка с перевесом у белых. Повторим еще раз вариант с черным слоном на b4 и новой возможностью у черных. e4, e5, слон c4, конь f6, d4, ед, конь f3, слон b4, шах, c3, dc, bc, d5 с контратакой слона белых. Здесь мы рекомендуем следующий вариант. cb, dc, ферзь бьет на d8 шах, король бьет на d8, слон g5, связка с угрозой e5. Черные могут сыграть конь b на d7, конь c3, h6, слон бьет на f6, конь бьет на f6, длинная рокировка шах, король e7,
Е5, конь d7, конь d5 шах. Вынужденный для черных ход король d8. И теперь следует жертва пешки e6, fe, конь f4, ладья e8, защищая пешку, и конь d4, вынуждая черных сделать следующий ход e5. Но после конь d на e6 шах, король e7, конь бьет на c7, черные теряют качество. На этом выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам понравились хитрые шахматные ловушки, основанные на психологии. Смотрите наши следующие выпуски, любите и уважайте шахматы. Пока!